Книга 14. Тао. Путь вознесения. Одинарные тоны языка света. Уроки овладения энергией. Третья октава любви. Энергия – сила. Тон творения языка света, от персикового цвета до светло-золотисто-персикового цвета. Природа – интегрирующий. Энергия – сила в действии. Энергия является вибрацией, которая побуждает, бросает вызов, вмещает и ведет к проявлению вибраций, с которыми сливается. Сама по себе энергия обеспечивает основу для действия, включая стимул к расширению и завершению, вследствие своей основополагающей интегрирующей природы. Когда энергия движется в любом или во всех направлениях одновременно, то, что согласуется с ней, распространяется вместе с ней, расходящимися волнами. Энергия, в основе которой лежит объединение, целостна сама по себе, имеет текучую природу, всегда стремится к расширению через сотрудничество, и вместе с тем, всегда полностью самодостаточна, своей внутренней и внешней завершенностью. Сила – тон, позволяющий подлинному закону, истинному духовному созидающему закону править вновь. Подлинный закон – закон, основанный на истине, находящийся за причиной и следствием кармы и соглашениями души. Обладающие силой, в качестве главного или вспомогательного тона, будут давать начало процессу снятия завес с тех, кто хочет манипулировать ситуацией, выдавая ее не за ту, какова она на самом деле, либо предъявляя какие-нибудь претензии. Такие люди будут вынуждать других становиться самими собой, и будут наделены даром становиться и быть самим собой. В бытии людей, носители цвета силы, будут давать возможность увидеть истину и обладать полномочиями над всем, что пребывает вне истине. Тем, кто был посеян для вознесения, сила в действии, несет воспоминания о силе, основанной на любви. Истина сил тьмы заключалась в том, чтобы забрать силу у других и поддерживать на земле власть, основанную на насилии. Использование грубой силы позволяло силам тьмы властвовать на земле. Эта сила вызывает у людей страх перед властью и удерживает человечество в качестве пленника ситуации бессилия, депрессии, страха перемен, или роста и развития, вознесения. Посеянным для вознесения, сила в действии позволяет использовать личную силу таким образом, чтобы они могли успешно вести внутренний крестовый поход против собственной внутренней тьмы. Без возможности поднять меч и сражаться против собственных внутренних демонов, негативных бессознательных стереотипов, человек не может вознестись. Бессознательная темная сторона любого посвящаемого вмещается и преодолевается с разрушением внутренних демонов. В третьем измерении эти дары и способности проявляются в виде устойчивого направления намерения на вознесение или духовную эволюцию на физическом плане. Способ, которым могут быть проявлены эти дары и таланты, может быть самым различным, от человека, обучающего вознесению и пишущего о нем, до простой демонстрации такой силы во всех жизненных контактах. Правильное использование силы основано на непричинении вреда. При этом, человек никогда не использует свою силу, чтобы принести вред другому, и в то же время может вернуть обратно любой вред, направленный на посвященного. Таким образом, вмещается сила, основанная на необусловленной любви к себе и всему, что есть, и сохраняется ее правильное использование. Попавшие в капкан нежелаемых обстоятельств, включая болезнь, могут призывать для помощи символ данного тона. Эти вибрации растворят чувство безнадежности, уныния, безысходности и бессилия, мешающим человеку выздороветь или произвести перемены, которые положат конец нежеланной жизненной ситуации. В процессе воплощения персикового тона энергии,
каждый приходит к пониманию, что сила и энергия находятся внутри. Воплощение тона энергии персикового цвета означает постижение собственной энергии, заключенной внутри, в то время, когда вы ощущаете себя обессильным, беспомощным или безнадежным, есть следствие передачи своей энергии другому. Сделав выбор восстановить свою энергию, человек может затем держаться собственной истины в любых реалиях с другими людьми или в группах. Возносящийся также отказывается от реалий жесткой, оскорбительной энергии, которой он манипулирует, или управляет другими с целью своего доминирования, или с другой стороны он прекращает быть объектом манипуляций и контролирования в жизненных реалиях. Один из признаков недостатка овладения энергией – проявление оскорбительных действий по отношению к другому человеку, переводящих его в позицию жертвы. Другой признак – подавление в себе эмоций и принятие оскорбительных отношений от других, что заставляет оставаться под контролем. Когда вы вмещаете тон энергии, вы учитесь отходить от любого рода игр контроля, осуждения, стыда, с жертвы. Энергия мыслится, как основа, исходя из которой можно находиться в собственной истине, в качестве восходящего существа. В том случае, когда восходящий полностью отклоняет тон энергии, то он оказывается не в состоянии воплотить подлинную силу, которая основывается на истине в действии. Если внутренний мужчина восходящего человека склонен доминировать над другими, это знак того, что имеет место отклонение диапазона темных оттенков персикового тона энергии. Если внутренняя женщина имеет тенденцию подчиняться другим, это признак отклонения диапазона светлых оттенков персикового тона энергии.